Продолжаем рассматривать линейку плат на чипсете Intel Z890. В этом видео мы обсудим плату Asus Prime Z890P нижнего ценового сегмента линейки Asus, а также сравним ее с уже ранее рассмотренной Z890E Strix. На момент подготовки этого ролика на площадке Amazon цена составляла $219. При официальной рекомендуемой цене производителя в $250. Плата поставляется в стандартной для Asus коробке, на оборотной стороне которой вкратце описаны основные достоинства. В комплекте также находятся типичные аксессуары: Wi-Fi антенна, SATA кабеля, винты крепления NVMe дисков. Как и Z890E Strix, плата выполнена в темно-сером, почти черном цвете, стандартного размера ATX. Текстолит имеет шестислойное исполнение, и это первый значимый минус по сравнению с более дорогими соседями по линейке. Потенциально горячие элементы накрыты радиаторами серебристого цвета с абстрактными принтами. Выглядят, прямо скажем, неубедительно. В верхнем левом углу платы, как обычно, находятся два дополнительных разъема питания процессора. В рекламных материалах горделиво указывается, что пины контактов не полые, а цельные. В правом верхнем углу находятся два разъема вентиляторов для охлаждения процессора. По правому краю платы находятся разъем помпы охлаждения процессора, два разъема ARGB подсветки, основной разъем питания материнской платы, разъем для корпусного 20-гигабитного USB 3 в формате USB-C, разъем для корпусного 5-гигабитного USB 3, два SATA разъема, разъем корпусного вентилятора. Кнопки включения, сброса и индикатора посткодов нет, и это второй жирный минус. По нижнему краю слева направо находятся SPDIF разъем, разъем для подключения аудио на передней панели корпуса, разъем для COM-порта, джампер очистки BIOS, два USB 2 порта, разъем для Thunderbolt 4 USB 4, один USB 3 порт, вторые два SATA порта, следующие два разъема корпусных вентиляторов, разъем для корпусных кнопок включения и сброса, индикация состояния. Всего на плате находятся 6 разъемов для подключения вентиляторов охлаждения, а также два разъема для адресуемой подсветки. Это на один меньше, чем у ранее рассмотренной Strix. На интерфейсной панели платы расположено небольшое количество портов ввода-вывода, и это резко контрастирует со Strix. По одному DisplayPort и HDMI, кнопка перезаписи BIOS, 10-гигабитный USB и Thunderbolt порт, два USB 2 порта, один 2,5 гигабит сетевой порт от Realtek, жаль, конечно, что не Intel, еще два USB 2 порта, два 5-гигабитных USB 3 порта, аудиоразъемы и один Wi-Fi 7 модуль. Интерфейсная панель накрыта большим кожухом. В рекламных материалах это тоже подается как великое достижение. Оборотная сторона платы, к сожалению, не прикрыта бэкплейтом. Острые следы пайки плохо срезаны. За это плате очередной минус. Питание процессора организовано по схеме 14+1+2+1. Основные MOSFET 80 А от Dr. Moss. Управление шим осуществляет стандартный переименованный контроллер от Asus Digi+. Как и на Strix, на плате есть 4 разъема для памяти стандарта DDR5. И так же, как и на Strix, наряду с обычной небуферизованной DDR5 поддерживается новый стандарт QDIM DDR5 с отдельным повторителем-усилителем сигнала. Производитель декларирует поддержку памяти до 8666 мегатрансфер в секунду и выше. Общий объем установленной памяти может достигать 256 гигабайт, хотя инструкция говорит, что максимум 192 гигабайта. Плата поддерживает все основные технологии разгона памяти, включая профили XMP, а также фирменные технологии типа Asus Extreme Memory Profile 3 версии и DIMM-FIT. Тут тоже отставание от Strix. Как уже упоминалось выше, текстолит платы шестислойный, и это в теории должно негативно сыграть в стабильности высокочастотной памяти.
В нижней части платы все обычно. Помимо чипсета Z890, здесь присутствует 4 полноразмерных PCI-Express разъема для периферии. Первый из них PCI-Express 5.0 для видеокарты. Он усилен металлической пластиной и поддерживает режим X16. В отличие от Strix, у него нет быстросъемного механизма. Вместо этого есть механический рычажок Q-Release. Примитивная, но удобная вещь. Второй и третий разъемы PCI-Express поддерживают стандарт 4.0 и распаяны на режим X4. Четвертый разъем PCI-Express поддерживает стандарт 4.0 и распаян на режим X1. Вокруг PCI-Express разъемов расположено 4 слота для размещения NVMe накопителей. Сразу под процессором находится первый NVMe слот M2.1. Он поддерживает PCI-Express 5.0 и имеет защелку Q-Latch для безвинтового крепления SSD. Также у него неудобная крышка теплорассеивателя с винтовым креплением. Направляющих, естественно, нет. Теплотрубки тоже. Остальные 3 слота NVMe подключены к чипсету Z890 по стандарту PCI-Express 4.0. Теплорассеивателя у них нет. Intel Rapid Storage Technology поддерживает все основные режимы RAID 0, 1, 5, 10, но NVMe, подключенные к процессору, поддерживают все, кроме RAID 10. Звуковая подсистема основана на кодеке Realtek ALC897. Это самое простенькое решение на рынке, поэтому без комментариев. Сетевые возможности включают в себя один 2,5 гигабит Ethernet порт, управляемый микросхемой Realtek RTL8125 и беспроводной Wi-Fi 7 сетью. Wi-Fi 7 поддерживает двухканальный режим работы и ширину каналов 160 МГц, а не 320 МГц, как Strix. Антенна имеет быстросъемное подключение. Для базовых тестов, как и в прошлый раз, мы использовали процессор Intel Core Ultra 7 265K и оперативную память G-Skill Trident Z 6400 объемом 2 по 48 ГБ в режиме 7200 мегатрансфер в секунду. AIDA 64 в стресс-тесте показала частоту процессора P-ядер 5,4 ГГц, E-ядер 4,8 ГГц при температуре 85 градусов и напряжении питания 1,3 вольта. Потребление было ограничено на величине 250 Вт. Результаты других тестов вы можете наблюдать на экране. Герой нашего сегодняшнего обзора – это плата низшего уровня как по оснащению, так и по техническим характеристикам. У нее довольно обычная подсистема питания процессора, возможность подключить до 4 NVMe накопителей, причем только один из 4 по самому скоростному на сегодня интерфейсу PCI-Express 5.0. От более дорогих собратьев она отличается шестислойным дизайном. Индикатора посткодов нет. Каких-то пор Asus считает, что в платах начального уровня это излишество. В работе плата без проблем позволила разогнать процессор Intel 265K до 5,4 ГГц по P-ядрам и до 4,8 ГГц по E-ядрам. Дальнейшее повышение частот приводило к ошибкам или нестабильности. На плате есть умеренное количество разъемов для управления вентиляторами и подсветкой. В соответствии с веяниями времени на плате всего 4 SATA разъема для старых накопителей. Из плюсов можно отметить следующее. Несмотря на шестислойный дизайн, не было никаких проблем с разгоном памяти 6400 до 7200 мегатрансфер в секунду. Это недостаточно высокая частота, чтобы появились проблемы. Это самый доступный вариант платы Z890 от Asus. Процессор без сюрпризов завелся на требуемой частоте и показал достойные результаты. Из недостатков можно отметить следующее. Не очень выразительный дизайн серого цвета, плата откровенно смотрится дешево. Отсутствие индикатора посткодов, нет кнопок запуска или сброса, ограниченное количество USB на задней панели, отсутствие белого варианта платы, отсутствие бэкплейта на задней стороне платы, несрезанные следы пайки на оборотной стороне, сетевой контроллер Realtek, а не Intel, отсутствие 10-гигабитного сетевого порта, отсутствие второго сетевого порта, мелкие подписи к коннекторам и элементам на плате и уже привычно неудобная теплораспределительная крышка на первом NVMe накопителе. На остальных 3 ее попросту нет. Как же эта плата смотрится по сравнению с ранее рассмотренной Z890 и Strix?
Странно ожидать от недорогой платы уровня производительности и комфорта более дорогих представителей линейки. BIOS этой платы практически не урезан по сравнению со старшими моделями, а кое в чем, например в отсутствии навязчивых логотипов ROG, и превосходит их. Конечно, из-за статуса в линейке у Prime меньше USB-портов, NVMe слотов, разъемов для вентиляторов и других украшательств, подсистема питания слабее, но тем не менее плата обеспечивает достойный уровень производительности. Для кого же рассчитана эта плата? Если вы готовы мириться с ограничениями самого недорогого представителя в линейке, перечисленными выше, то плата вполне сойдет для построения недорогого ПК начального уровня. Но необходимо помнить, что ряд конкурентов при небольшой доплате предложат более качественные компоненты, функционал или дизайн. Так, например, сеть будет не 2,5 гигабита, а 5 и так далее. Поэтому прежде чем сделать окончательное решение, ознакомьтесь со сводной таблицей параметров всех Z890 плат, анонсированных на данный момент, таблицы по ссылке в описании к этому ролику.